Всем привет! Меня зовут Ксюша, я мастер по нанесению декоративной штукатурки. В этом видео я вам покажу, как можно сделать такое гротто, используя обычную готовую шпаклевку и декоративный шелк. Для начала нужно прокрасить всю основу матовой вододисперсионной краской. Берем валик с длинным ворсом и набираем материал. Основу подготовили. Теперь подождем, пока краска высохнет. Это займет часа полтора-два. Наша поверхность высохла. Теперь я создам на ней рисунок, используя обычную готовую шпаклевку. Наносить ее я буду с помощью морской губки и пластиковой терки. Размещаю сначала крупные островки по всей поверхности. Достаточно сильно надавливая. Отторцовываем по кругу, гуще в центре, по краям совсем немного материала. Теперь добавляю по углам. Пожирнее в центре и по краям совсем чуть-чуть. Делаю следующий угол аналогичным образом. Крупные островки я сделала, теперь беру морскую губку и заполняю пустоты, делая мелкие. Набираем на нее шпаклевку и немного отторцовываем в тарелке. Теперь легким нажимом заполняю все пустоты. Хорошенько обмакиваем морскую губку в шпаклевке, потом отторцовываем ее в тарелке. Не бойтесь заходить за края уже созданных островков. Главное заполнить всю поверхность. Закончили с морской губкой. Теперь берем кельму и пульверизатор. Смачиваем всю поверхность. Потом берем кельму и приглаживаем в разные стороны. С легким нажимом. Двигаемся в разном направлении. Смачиваем вторую половину и также приглаживаем. Создание фактуры закончили. Теперь нужно будет подождать, пока наша шпаклевка полностью высохнет.
После высыхания шпаклевки я решила добавить еще небольшое количество мелких островков, так как мне кажется, более фактурная поверхность будет смотреться лучше. Эта техника нанесения хороша тем, что всегда можно добавить еще один слой и усилить объем рисунка. Добавили шпаклевки. Теперь точно так же берем кельму и приглаживаем. Двигаемся с легким нажимом на кельму. Стараемся не все сгладить в ноль. Закончили наносить второй слой. Теперь, пока он сохнет, я вам покажу, что будет в следующем видео. Перед тем, как продолжить, я бы хотела поблагодарить всех тех, кто смотрит мои видео, подписывается на мой канал и оставляет добрые слова в комментариях. Мне приятно снимать хорошее видео для хороших людей. Поверхность высохла, теперь нужно прокрасить верхушки акриловым лаком. Для нанесения лака лучше использовать поролоновый валик, либо валик с коротким ворсом. Сильно нажимать на валик не нужно. Цель наша прокрасить только верхушки. Залакировали поверхность, ждем ее высыхания, а потом будем наносить шелк с помощью обычной губки. Берем губку и набираем на нее шелк. Круговыми движениями начинаем втирать шелк в поверхность. Делаем это достаточно быстро, чтобы все углубления заполнить материалом. После того, как хорошо втерли в глубину, сверху, едва надавливая, убираем излишки шелка. Если у вас не получается убрать с верхушек лишний материал с помощью губки, тогда можете взять влажную тряпочку и убрать ею. Так получится даже проще. Набираю материал и продолжаю наносить дальше. Заполнили все, что есть в глубине. Возвращаемся и вытираем верхушки. Благодаря тому, что верхушки загрунтованы, шелк с них удаляется легко, а в глубине не прокрашенные места, наоборот, его цепляют. Финишный слой нанесен, теперь можно будет снять скотч с краев образца, полюбоваться финишным результатом и подвести итоги. Получившимся результатом я довольна. Используя обычную готовую шпаклевку, получилось создать необычный вариант грота. Мне нравится расположение и форма больших островков. Смотрятся они хорошо. На большой стене такой вариант декора смотрелся бы еще лучше. Маленькие островки и крапинки, которые я добавила вторым слоем,
придали фактуре больший объем и выровняли общий рельеф. Без них крупные острова слишком выделялись, и пространство между ними смотрелось плоским. При работе в этой технике главное не переусердствовать с первым слоем. Всегда легче добавить материала, чем маскировать его излишки. Эта шпаклевка очень удобна в работе. Не нужно возиться с замешиванием раствора, да и жизнеспособность смеси позволяет особо не торопиться при нанесении. Для создания рельефа то, что надо. Перламутровый шелк, заколированный в цвет морской волны, хорошо дополнил общую картину. Светлые вершины грота добавили поверхности объем и глубину. Углубления заполнились матовой сине-зеленой дымкой. Полупрозрачный мокрый шелк на вершинах рельефа и более насыщенный внизу смотрится приятно и не слишком пестро. Общий контраст декоративной штукатурки невысок, оттенки цвета мягко сливаются между собой. Поверхность получилась светлой, с мягкими и не слишком пестрыми элементами. Такой декор не станет частью дизайна, собирающим на себя все внимание, а наоборот растворится в нем и привнесет цвет и гармонию. Есть образцы декоративной штукатурки, которые со временем нравятся все больше и больше. Этот один из них. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До новых встреч, всем здоровья и удачи!